Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги, трейдеры. Понедельник, 19 декабря. Рад приветствовать всех на ежедневных обзорах рынка криптовалют, где мы говорим о поиске точек входа исключительно в начале тренда. По традиции предлагаю подписаться на все мои информационные источники. Это YouTube канал, Telegram канал, ссылочки будут в описании. Ну что ж, приступаем к аналитике. Итак, пятница. На рынке появилась большая нисходящая динамика после выхода очередной порции статистики из Соединенных Штатов Америки, что в принципе придало снижение всему абсолютно рынку. Мы видели с вами динамичное снижение индексов американских, Dow Jones, S&P 500 сейчас, кстати, движется в рамках волны Вульфа. Ближайшей целью снижения является $3750. Смотрим, как будет инструмент вести себя и отрабатывать данный паттерн. Итак, что в настоящий момент времени индекс доллара? У нас есть нисходящий клин, мы пробили его верхнюю границу сопротивления. Безусловно, пока индекс доллара находится в восходящем тренде, пока мы держим эту область поддержки 103,5 пунктов. Если на этой неделе участники рынка решат продавить эту область и закрывать телами свечей значение ниже 103,5 пунктов, безусловно, это будет значить, что они пытаются восстановить нисходящий тренд, и безусловно это будет оказывать влияние на абсолютно весь рынок. Но пока этого не случилось, говорить об этом преждевременно, поэтому основная поддержка по индексу доллара это 103,5 пунктов, где произошла смена тренда у нас. Ну, в данный момент времени мы пытаемся скорректироваться, видимо, после пятничного снижения. Что же показывает нам в текущий момент доминация биткоина? Мы идем в восходящем тоже тренде. Доминация биткоина растет, это значит, что из большинства альткоинов активы перетекают именно в сам биткоин. Мы находимся сейчас на определенном уровне сопротивления, это 42%. Как будет себя вести цена и что нас ждет дальше? Ну, будем смотреть в моменте, как же развивается это поступательно восходящее движение. Следующий более-менее важный уровень сопротивления это 43,5%. В данном случае у нас тогда будет сломан данный паттерн, который называется бабочка Гартли, который просит отправить доминацию на коррекцию. Но опять-таки рынок никому ничего не должен, поэтому смотрим в моменте, наблюдаем за развитием этой ситуации. Опять-таки доминация стейблов в пятницу получила поступательно восходящее движение, был достаточно сильный импульс. Мы находимся в рамках большого восходящего клина, который когда-нибудь все мы ожидаем, да, что прорвется вниз. Но в данный момент времени вся поддержка выдерживает полностью свое значение и доминация продолжает расти. Что же происходит у нас на биткоине? Давайте смотреть, разбираться. Предлагаю посмотреть тоже недельные свечи. Начать с недельной свечи. Как закрылся у нас инструмент. Значит, мы видим, что недельная свеча закрылась достаточно нехорошо. У нас есть основное сопротивление. Опять-таки формируется нисходящий клин, но мы с вами видим, что этот клин может формироваться еще достаточно долго, вплоть до весны 2023 года, поэтому это надо принимать во внимание. Значит, на прошлой неделе после восходящего движения мы получили сопротивление на отметке $18200. Она отработала, но инструмент отправился вниз. Недельная свеча закрылась очень хорошо, что говорит больше о том, что тренд может продолжать идти вниз. Безусловно, мы сейчас можем на недельных свечах получить некую коррекцию к этому снижению, но и отправиться дальше на снижение. Поэтому будем смотреть внимательно и принимать какие-то торговые решения, исходя из того, что мы будем видеть на графике. Итак, сейчас посмотрим, что происходит на более коротких таймфреймах. Вчера в телеграм-канале скидывал такой вот график. Мы идем в рамках восходящего параллельного канала. Безусловно, на текущий момент времени мы видим, что
Ну, каждое, во-первых, снижение после пробоя трендовых линий получало восходящее движение, да. Если проанализировать каждое нисходящее движение, после пробоя трендовой линии у нас биткоин продолжал расти. В данный момент времени мы видим, у нас было, во-первых, несколько вкатных импульсов вниз. И в данный момент времени биткоин подошел в очередной раз к линии сопротивления, которая находится где-то на отметке там 16 800 долларов. То есть мы все выходные плясали вокруг этой зоны. И в данный момент времени мы также не можем пока ее пробить. Нету никакого восходящего импульса, что может нам говорить о том, что пока инструменту тяжело дается это повышение. То есть любой подход к этой зоне отправляет инструмент на какую-то коррекцию. Да, у нас есть линия поддержки, которая сформировалась опять-таки сегодня ночью, в районе, даже утром в районе 6 часов утра. То есть мы получили две точки, от которых показывают нам некое восходящее движение по биткоину, но инструмент зажат. В этом смысле торговать сейчас практически невозможно. То есть надо ждать выхода биткоина в одну из сторон. И при появлении определенного импульса можно уже дальше как-то будет характеризовать это движение. Безусловно, пока мы находимся выше отметок 16 тысяч, ну вот эта красная зона, да, пока она нас держит, у нас еще может быть продолжение восходящего движения. Но опять-таки в свете последних 3 дней у нас видно, что реакции покупателей никакой нет. Ну да, были выходные, волатильности никакой нет. Но надо смотреть внимательно, как будет инструмент вести себя в этой зоне. Да, опять-таки это расширение параллельного канала. Мы видим, что мы торговались все эти дни возле верхней, возле медианы расширяющего канала. Одновременно мы с вами понимаем, что у нас зона 16 900 долларов выступает сейчас зоной сопротивления, потому что мы долго бились об эти значения, прежде чем пробить его. Впоследствии эта зона выступала у нас вот здесь линии с поддержки. Поэтому сейчас мы опять пытаемся что-то изобразить в этом диапазоне цен, но у покупателей пока явного преимущества нет. Поэтому надо смотреть, как ведет себя инструмент при выходе из этих вот сложных зон сопротивления. Но пока мы видим, что у нас выступает неким сопротивлением и уровень 16 800, 16 900. Тут же идет медиана канала. Ну и есть набор определенных трендовых линий, которые пока, ну вот в частности одна пока трендовая линия, такая более основная, эту можно удалить. Соответственно, если биткоин будет пробивать эту зону, то у нас есть все шансы отправиться куда-нибудь на коррекцию, ну, по крайней мере, к верхней линии этого параллельного канала. Зона 17 300, 17 500. Ну и дальше это может быть и более верхний уровень. Пока гадать не будем, надо смотреть в моменте. Соответственно, если приблизиться на 5-минутный таймфрейм, мы видим с вами, что по сути дела у нас идет такой достаточно длительный боковик. Есть основной уровень сопротивления 16 800 долларов. Ну, кстати, ночью приходили, тестировали уровень продавца, который находился на отметке. Сейчас мы отметим. Вот этот блок был 16 800, 16 900. И в данный момент времени цена зажимается, волатильность снижается, и этот, скажем так, формирующийся боковик может продлиться вплоть до сегодняшнего вечера. Поэтому, безусловно, какое-то движение придет на этот рынок, но нам надо наблюдать, в какую из сторон будет прорыв. То есть пока точек входа ни в лонг, ни в шорт я не вижу, но пристально наблюдаю за появлением какого-либо импульса для того, чтобы понять направление движения инструмента. Давайте посмотрим еще эфир. Эфир, в принципе, сейчас все альткоины очень рисуют похожие ценовые значения и движение цены. У нас опять-таки по эфиру есть, смотреть на часовике.
Основной уровень сопротивления у нас находится где-то на отметке $1200. Поддержка идет в диапазоне, ну, такая более локальная, идет 1180, то есть инструмент зажат. Есть еще более нижний уровень, который является не более нижним этажом. Ну, соответственно, опять-таки при выходе из этого узкого диапазона можно будет хотя бы предположить какое-то предварительное намеренное движение цены. Но опять-таки надо быть очень аккуратным, потому что ложные выносы никто не отменяет. Поэтому надо ждать закрепления хотя бы несколько часовых свечей для того, чтобы определиться. Но вот, тем не менее, мы прошли эту трендовую линию, но импульса на покупку или интереса большого покупателя мы тут не увидели. Ну, соответственно, принимать решение надо будет тоже по ходу движения цены, для того, чтобы сориентироваться и найти именно тот импульс, который будет характеризовать нам какую-то локальную смену тренда. Пока идет боковик, торговать тут крайне сложно, потому что выносы могут быть в обе стороны. Все, дамы и господа, рассмотрел текущую дневную картину. Значит, все дальнейшее общение предлагаю в рамках телеграм-канала. Всем хорошего дня, всем профита, всем удачи, всем пока.